неважно, когда вы поедете в Малайзию, она встретит вас в 3 раза ярче, чем она обычно встречает. 2020 год особенный для Малайзии. Планируются масштабные фестивали, зрелищные мероприятия, которые должны привлечь еще больше туристов со всего мира. Чтобы жители России не остались в стороне, проводятся всевозможные презентации о том, что ожидает путешественников в этой далекой прекрасной стране. В ноябре посольство Малайзии организовало подобную встречу в Казани. Благодаря активному продвижению Малайзии, благодаря активной организации мероприятий с малайзийской стороны и благодаря активной работе туристического офиса в России, количество туристов выросло более чем в 2 раза. И только на сегодняшний день, по официальной статистике, за половину этого года это ближе к 60 тысячам туристов только за полгода. Один из гостей мероприятия в Казани – Рушан Мустафин, директор туристической компании «Рахат Тур», которая организовывает отдых и путешествия для мусульман России. При Министерстве по туризму Малайзии есть специальный центр, исламский travel-центр. Они нас пригласили к сотрудничеству. Мы очень рады, что такой центр появился. Во-первых, я познакомился с новым руководителем департамента по туризму, который хорошо понимает нашу тематику, который был рад знакомству также и с нами, который готов развивать исламский туризм как и в Россию из Малайзии, так и из России в Малайзию. Я думаю, иншаллах, будем сотрудничать и развивать, усиливать это направление. Потому что Малайзия как страна очень перспективная, интересная. И я думаю, что все уже наелись и Турцией, и Эмиратами. И хотелось бы, и постоянно мы это слышим, нашим клиентам, мусульманам, хотелось бы посетить и другие мусульманские страны. Мусульманам Малайзия может предложить одну из самых красивейших мечетей – это Кристальную мечеть. Разумеется, как и любая другая мусульманская страна, вся пища в Малайзии – это в основном пища халяль. Соответствующие уровни с сертификатами, и я говорю не только про мясо, я говорю про абсолютно всю пищу. Ассаламу алейкум. У нас проживает более 30 миллионов человек, из них 60% мусульмане. Поэтому, если вы будете в Малайзии, на самом деле вам не стоит переживать о халяльности продуктов. Большинство отелей в Малайзии сервируют халяльную еду, но даже если в отеле есть не халяльная еда, то она будет сервирована отдельно. Это означает, что мусульманским туристам не нужно беспокоиться о том, что они едят. Я очень рад находиться в Казани. В Малайзии очень много мечетей с красивой архитектурой. Некоторые из этих мечетей обязаны своей архитектурой Османской империи, другие – персидской. Все эти мечети являются частью экскурсионной программы для туристов, когда бы они ни приехали в Малайзию. По всей Малайзии у нас более 240 мечетей, которые можно выделить среди всех остальных своей неподражаемой архитектурой. Екатерина живет в Малайзии 15 лет. На мероприятии представляет принимающую компанию. Рассказывает, что эта поистине сказочная страна будет интересна любому туристу. В первую очередь Малайзия привлекает россиян нашими прекрасными белыми песчаными пляжами, и является прекрасным пляжным направлением. В Малайзии не выражены приливы и отливы, так что Малайзия прекрасно подходит для отдыха с семьями и детишками. Приехав в Малайзию, можно ознакомиться с малайской, китайской и индийской культурой одновременно. Малайзия – это рай для гурманов, для путешественников мусульман нет проблем с едой. Она отлична для семейного отдыха. У нас большое количество различных развлечений и мест для посещения с детками. Начиная от Леголенда, парков развлечений, аквапарков, контактных зоопарков, прекрасных парков птиц, океанариумов и так далее. Только в Куала-Лумпуре более 40 видов экскурсий. Кроме этого, развит медицинский туризм, прекрасные спа-туры, гастрономические туры, корпоративный, событийный туризм. Это выставки, регаты, тренинги, конференции. Отдельное внимание заслуживает экотуризм и его жемчужина – остров Борнео. Пик Юго-Восточной Азии, восхождение на гору Кинабалу, наши национальные парки, заповедники, такие как долина Данум, с самыми высочайшими деревьями тропическими на планете Земля.
птицы, носороги, их более 12 видов, 8 видов проживает только на острове Борнео. Самый большой, самый маленький цветок в мире произрастает на Борнео. Самый большой цветок в мире – это рафлезия. Невероятно красивый цветок, он в диаметре своем достигает 1,5 метров. Самый маленький цветок – это орхидея. Учитывая количество солнечных дней в России и в Малайзии, безусловно, малазийское направление привлекательное и яркое для российского туриста, но не только яркое солнце и океан привлекает российского туриста в Малайзии. Я была в качестве туриста в Малайзии, меня привлекла, собственно, как современная архитектура, невероятная природа, большое количество интересных и необычных экскурсий в Малайзии, и я бы с радостью вернулась. Чтобы увидеть эти чудеса света, нужно лететь из России 14-16 часов с пересадками. Но разве это препятствие для тех, кто мечтает открыть для себя новый мир и получить незабываемые эмоции? Наталья Шагеева, Эдгар Шагиахметов, канал Алиф, Татарстан. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.